Привет, друзья! Дана трапеция. Потрясающая, красивая задача для школы. 8 класс, контрольная работа. Дети немножко доставали учительницу. Вот она чуть посильнее дала задачку. На отлично. У трапеции известны боковые стороны А, Б и С, Д. 13, 15. Большее основание 18. Известно, что биссектриса АК делит сторону СД на отрезки длины 5 и 10. И нужно найти площадь этой трапеции. Ребята, у меня мороз, минус 20 градусов, отпускаю бороду. Напишите, какая погода в вашем регионе. Будет просто интересно, мне лично. Ну, ладно. Ну, вот Наташа одна из немногих, кто решил эту задачку. Тут буква К у меня не дописалась, и я скажу, что площадь этой трапеции А, Б, С, Д нам предстоит найти. Ну что, Наташенька, давай. Наташа говорит, что площадь трапеции можно найти по формуле произведения полусуммы оснований на высоту. Нам нужно найти меньшее основание и высоту. Ну, здорово. И как ты поступила? Я продолжила или продлила биссектрису до пересечения с продолжением меньшего основания. Как тебе это пришло в голову? Ну вот пришло, подумала, что продлять иногда полезно. И что получилось у тебя? Ну вот у меня получилось, что треугольник АБМ равнобедренный. Первое действие, треугольник АБМ равнобедренный. Равнобедренный. Почему это? Да, это известная история. Углы 1 и 2 равны, потому что биссектриса, а угол 2 и 3 равны, как накрест, лежащие при параллельных. Например, углы 1 и 3 равны. Отсюда и следует, что АБ равно БМ. Все. Пишем быстро. Угол 1 равен углу 2. Угол 2 равен углу 3. Отсюда следует, что угол 1 равен углу 3. Все-таки школьная контрольная. Отсюда следует, что АБ равно БМ. Правильно? Ну ладно, и сколько будет то БМ тогда? 13. Охо. Ну ладно, а что дальше? Вторым шагом заметим подобие двух треугольников. Треугольник АКД, АКД подобен треугольнику МКЦ, МКЦ. Ну, действительно, я выделю эти треугольнички. Вот эти треугольнички подобны. Ну да. Чему подобны? По двум углам. Вертикальные и плюс отмеченные 2 и 3. Точно. А что следует из подобия? Из подобия следует отношение соответствующих сторон. СМ относится к АД как? ЦК к КД. Но это же 1 к 2, да? ЦК относится к КД. Это 5 к 10. Это 1 к 2. Ну, все понятно. Тогда СМ в 2 раза меньше, чем АД. АД же у нас 18. Отсюда СМ 9. Здорово. С М равно 9. Тогда БЦМ мигом 4. БЦ 4. И у нас что получается? У трапеции известны все 4 стороны. Да, не слабая задача. Действие номер 3, наверное. Ну, конечно, действие номер 3. У трапеции известны все 4 стороны. Как же искать площадь? Некоторые опускают две высоты из Б и С. Но это опасный ход. Почему? Если вдруг трапеция окажется не такой уж красивой, а, допустим, с тупым углом при вершинке большего основания, то как пройдут наши высоты? Это вообще куда-то в бездну полетел. Это сюда попало, повезло, хотя могла попасть и в вершинку, и даже на продолжение большего основания. И вот здесь могут возникать, конечно, проблемы в зависимости от длин сторон. Ну, чертеж вроде стандартный нарисован, а как на самом деле обстоит, никто особо не знает. Поэтому самый лучший способ, говорит Наташа, провести параллельку КБ. Да. ЦП параллельно АБ. А дальше ускоряемся. У нас получается параллелограммчик вот это. Тогда АП равно 4, ЦП равно 13 и ПД все равно 18 минус 4, 14. У нас есть треугольник 13, 14 и
15. 13, 14, 15. Мы можем найти его площадь, а потом высоту CH. Все, план есть. Ищем площадь по Герону. S равно P минус A, P минус B, P минус C, то есть по трем сторонам. И что у нас получается? P 13, 15 и 14 – 42 пополам 21. 21 минус 15 – 6, минус 14 – 7, минус 13 – 8. И получается 84, нечего думать. А тогда с другой стороны площадь этого треугольника PCD, в скобках напишу, PCD будет равна половине произведения основания PD на высоту, проведенную к этому основанию. Давайте розовым и жирным ее нарисуем. Вот эта высота, которая является и высотой треугольника, и высотой нашей трапеции. Поэтому если мы найдем эту CH высоту, то и найдем площадь трапеции, верно? Верно. Давайте напишу тут розовым, что мы умножим половину основания на высоту CH. Это будет равно 1/2 PD. PD это 14 умножить на CH, это равно 7CH, и это равно, мы же нашли эту площадь, 84. 84 CH12. CH12, и задачка решена. CH равно 12, и тогда площадь нашей трапеции, произведение полусуммы оснований 18 плюс 4 пополам на высоту, которая 12. И что получается? 22 пополам. 11 умножить на 12. А как умножаем на 11? Да, складываем крайние цифры. 132. Ну, здорово. Мне понравилась эта задачка. Решила 3 человека из класса. Напишите, как вам кажется, сложная или нет задача. И в 3 действия 132. Спасибо всем. Присылайте свои решения. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.